Стоп, что? Нет. Призывает легендарный меч странника из пустоты? Наручи, это не только дань памяти, но и... Да-да, с их помощью ты делаешь чарующую пыль. Научишь меня? Интересно, как этот эльфийский порошочек действует в сонном измерении? Мракогрыж Траклара, я так понимаю, опять не нашел? Будет здорово, если найдешь. Возможно, тогда получится испытать на нем средства, которые никогда раньше не испытывали на багряниках, Лолошка. Ай-яй-яй, что же мы имеем? Церковь при побеге из города забрала примерно больше половины артефактов. Да, видимо, эти артефакты были какие-то магические, но при этом данная же церковь не забрала кардинала. Кардинал, если что, это тупая хамоватая птица, которая, как я понял, выполняла роль главной марионетки. И как только эта марионетка стала бесполезной, птичку выбросили. GDH тут же понял, что забрав кардинала на остров, можно узнать много полезной информации. Поэтому пора узнавать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы создаем свою религию. Как вам название лолофарианства? А? Ладно, если серьезно, то у нас из-за GDH на острове действительно появился церковный кардинал. Нам он явно нужен не для религии, а про религию. Эта птичка точно знает много тайн, которые помогут, например, узнать, кто такой отец, что за голос, и, может быть, кардинал даже видел, куда убежал зараженный багряник? Надо выяснить. О, и, кстати, насчет артефактов церкви. Эльфийка Сайриса сказала Джону, что сможет поведать историю золотых наручей. Следовательно, наконец-то мы сможем узнать, зачем церкви нужны артефакты. Ой. Зачем нужны артефакты? О! Так, а погоди, это же то, что мне сейчас надо! Я как раз хотел поиграть за Джона. Найс! Так, получается, здесь ничего не поменялось. Стоп, что? Нет. Свиток заклинания меч путешественника призывает легендарный меч странника из пустоты, на время материализуя его в руке заклинателя. Обалдеть. Это явно не то, чего я ожидал, но... Йоу, погоди! Тут надо, наверное, объясниться. Ребят, меч путешественника — это вот этот меч, который мы впервые получили еще в сезоне «Голос времени». У него еще даже вот такая текстурка была, немного несуразная, но тем не менее. Далее этот меч перекочевал в сезон 13 огней. А уже в финале 13 огней мы узнаем, что это не Лолошкин меч, а GDH. После, в предыдущем сезоне «Последняя реальность», мы его ни разу не видели. И вот оно! Спустя 2 сезона! Ты что, издеваешься? Вот так резко появляться? Так, ладно, бам. Изучено новое заклинание, хорошо. Надеюсь, я все еще неплох, хотя бы в создании заклинаний. Погоди-ка, что-то темновато здесь. Ты что, серьезно? Только сейчас заметил? Бляха-муха, я хочу попробовать. Да, небо действительно такое себе. Ах, Лолошка. А что, Лолошка-то сразу? Что? Ты в предыдущей серии видел это небо. Почему тогда не прокомментировал? Ну да, немножко меняется. Может быть, ты что-то об этом знаешь? Это мы, конечно, все проверим, но перед этим, погоди, путеводный скинт? Я хочу попробовать. О, сколько тут появилось. Подожди, а где? А где меч? Меч, огненный шар, буран, волна. Не понимаю, меча нет. Может быть, он потом появится? Или он как-то появляется немного по-другому, нежели это заклинание? Ладненько, это мы еще узнаем. Эй, Лолошка, ты здесь? Так, Лолошки нет. Все, понял, где? Сидит там что-то с Беренгарием, наверное, разговаривает. Или с кардиналом. Гимлин все еще там. И, кстати, а что с Невером? В предыдущей серии он так плаксиво и грозно улетел, что мне его даже немножко жалко стало. Эй! Невер? Да, Невер, конечно, забавный, но нет. Устраивать очередной скандал не очень хочется. Вряд ли Лолошка будет благодарен мне, если я нечаянно пообщипаю его любимого ворона. Лучше сконцентрироваться пока что на другой птичке, более полезной делу. Ну да, хорошо. Только в итоге мы ничего не узнаем. Блин. Ну хорошо, Невер. Сидит, немножко грустит и немножко злится. Напомню, Невер жестко негодует и жестко злится на GDH за то, что GDH привел кардинала сюда. Невер категорически ненавидит очищение за потерю своей семьи. Блин, меня вот так вот Гимлин напрягает. Постоянно смотрит и смотрит. Я хочу узнать, что он думает. Ой, почему это мне не по себе, когда я смотрю на эту пустую кузницу? Какое-то неприятное ощущение.
Ну и все тогда. Значит, не буду смотреть. Вполне логично. Вполне логично. Эй, Гимлин, может, все-таки поговорим? Да. О, здорово, Джон. Ну и заварушку ты тут устроил с этим кардиналом, конечно. Невер очень недоволен. Очень. Да, я знаю. Как и всегда, впрочем. Ну, это тоже верно. А, кстати, Гимлин, тебе тут женушка привет передавала. Ой. Бруня? Да, она? Не знаю, я не запоминал имя. Кстати, ты мне тогда такой допрос устраивал о возможности вернуться в Архей, что... Я не понимаю, что происходит. Неужели после Эшхолда расхотелось? Нет, вовсе не расхотелось. Я просто... Я... Да не твоего ума дело это, ясно тебе? И вообще, тут помощь еще нужна моя. Ложка запросил много амулетов вообще-то. Ладно, как скажешь. Не то чтобы меня это особо волновало, но... Ну и все тогда. Иди, закончим этот разговор. Давай. Подожди, а что реально происходит-то? Ну, типа, он ведь правда очень хотел вернуться. Я как-то даже и не задумывался, что он вернулся и больше не лезет обратно домой. Давай-ка, наверное, побеседуем. Вот это, ну, конечно, такая напасть, да. Ну, ничего. Быть может, это спится маленько, в себя придет. Я понял, то есть все-таки есть шанс, что он снова станет адекватным, да? Ну, то, знаете ли, может и станет, а может и не станет. Да я ж тебе говорю, ложка, оно-то того самого. Работа у кардинала сложная. Любой башкой бы поехал от такой работки-то. Не, Беренгарий, ты не прав. Скорее всего, это у него от глубокого эмоционального потрясения. Да, состояние острого психоза называется. Ну ладно, а как думаешь, когда он начнется? Ну, да мне-то откуда знать, ложка? Ну, проснется, как проснется. Это... Кардинал! Эшкол, они придут за мной. Сейчас. Тише. Молодец. Вот и все закончилось. Да уж. Надеюсь, он сможет рассказать нам хоть что-нибудь полезное. Ну что правда, то правда. Кроме него, источников информации о планах церкви у нас-то и нет особо. Можно, конечно, почитать церковные книжки, но вряд ли из них мы узнаем что-то новое. Я уж точно насчет тебя не уверен. Да уж, Джон. Вот зачем? Зачем это надо было говорить? Так, в итоге куда ты идешь? Ложка? Ты что-то сказать мне в тишине хочешь? Знаешь, вид у кардинала был супер жалкий. Как он вообще продержался столько времени и где ты его нашел? Да там, в архивах. Не ожидал, что он струсит и будет прятаться от очищения. Ему все это время помогала та фигура в плаще, да? Что? Фигура? Не. Это была просто моя знакомая эльфийка. Стоп. Что? Эльфийка? Угу. Она возвращала себе артефакт, который у нее выкрала церковь. Да, серьезно? Джон, почему ты никогда не рассказываешь о подобных вещах? Да что не так-то? Разве это так важно? Ладно, возможно, сегодня у меня будет что тебе рассказать, окей? Как же с тобой невыносимо, а? О, Молли то же самое говорила. Да, мне она тоже так говорила. Но у меня появился шанс убедиться. Ты какая злюка. Ладно, плевать. Так, слушай, Джон, я хочу продолжить искать Марка. Я не верю, что он мог слишком далеко забрести. Попробуй посмотреть южнее, в сторону заброшенного поселения. Ты как, хочешь пойти со мной? Блин, артефакты как-то поважнее, наверное, да? Пойти с Ложкой и пойти к Сайрисе, вот. Нам прям сюжет намекает, что артефакты это важно. Ну и Марк Багряник это тоже важно. Наверное, артефакты для лора важнее, поэтому к Сайрисе. Не, Лулошка, у меня есть более важные дела. Только ты не забудь позвать, если найдешь Маркогрыш Траклара. Хорошо. Давай, удачи. Да, пока. Так, ладненько. Получается, Сайриса обещала рассказать мне про наручи. Это важнее, чем зараженный багряник. Куда важнее. О, да, именно такой же логики я преследую. Получается, лес Марибор, землянка Сайрисы переместится. Супер. Здравствуйте. Ай-яй-яй, ну что же это такое? Эльфичка пообещала мне свидание, а сама спряталась. Не дело.
Чё, спряталась? Да где же она спряталась? Просто двери закрыты. Так, постучать. Сейчас, сейчас. О, надо же. В этот раз вернулся быстрее. Ты что? Я не мог не торопиться. Я так мечтал о нашей встрече. Ладно. Давай, проходи. Так, куда? Туда? Окей, пойдем. Так, где твои золотые наручи? О, вот они, золотые наручи. Ну давай, рассказывай, красавица. Как делишки? Прежде чем я расскажу тебе то, что обещала, ответь на мой вопрос. На какой это? Вообще-то, знаешь, мне казалось, что это я тут должен задавать вопросы. Мы же типа предварительно договорились и все такое. Но ладно, если ты такая любознательная, то, возможно, да я тихо и... ты! Просто скажи, зачем тебе все это? Что? Что именно? Все. В нашу первую встречу ты сказал, что хочешь насолить церкви. Ты вместе со мной искал того предателя, о котором кардиналу сообщала королева гнолов. И чтобы разведать планы церковников, даже отказался убивать кардинала, там, в архивах. Но при этом защищал Эшхолд от зараженных. Зачем тебе все это? Чего ты вообще пытаешься добиться, Джон? Я не понимаю. И самое главное, для чего конкретно тебе нужно знание о наручах? Если тебе так противна церковь, ты должен быть рад, что город пал. Нет? Они же сами навлекли на себя эту беду. Какая. Да ладно ж тебе, Сайриса. Мы с тобой все это обсуждали. Мир не делится на черное и белое, помнишь? Да больше тебе скажу, многие горожане даже не были настоящими последователями этой странной архейской религии. Знаешь ли, я думал, мы уже прошли этот этап в наших с тобой отношениях. После знакомства при взаимной симпатии обычно следует конфетно-букетный период. Все, хватит. Я все равно не понимаю, о чем ты говоришь. И что делаешь, я тоже не понимаю. Ну, ладно, слушай, давай проще. Ты не должна. Твоя задача не в понимании меня. Твоя задача рассказать мне об этих наручах. Это все. Почему же я так интересуюсь? Ну, потому что они, очевидно, зачем-то нужны церкви. А значит, ты либо что-то скрываешь от меня, например, истинное их применение, либо сама о чем-то не догадываешься. Именно это я и хочу понять. Ладно. Ну так что, как ты там говорила? Враг твоего врага твой друг, да? Да. Ну так неужели ты все это время не веришь, что данная церковь как-то, ну, не импонирует мне, нет? Нет. Ай, красавица, какая ты сложная, а? Уверяю тебя, если бы я был действительно церковником, ты бы здесь уже не стояла. Да и как минимум, я помог тебе найти твою безделушку, нет? Ну, возможно. Но мне не нравится, что ты не раскрываешь всю правду. Я такое не люблю. А вот в этом мы с тобой, дамочка, похожи. Так что давай выкладывай. Что там за историю этой вещицы? Ладно, присядь. Надо как следует поговорить. Так, ладненько. Сесть. Ай, давай. Хорошо. Так, слушай, мне правда приятна твоя компания и все такое, но время у меня несколько ограничено, поэтому давай, пожалуйста, быстрее. Во-первых, что ты знаешь об эльфах? Ну, все, что ты рассказала о них. И больше ничего? Так, Сайриса, еще раз. Я понимаю, что тебе здесь одиноко и хочется с кем-то поболтать, но поверь мне, я хоть и рад этому, но давай говорить о существенных вещах, прошу тебя. Вообще-то, мой народ был одним из наиболее развитых в Архее, Джон Дэви Харрис. И я считаю, что ты должен услышать его историю. Хотя бы потому, что это ответит на многие твои вопросы. Если не из уважения ко мне. История эльфов. Ну-ка. Так. Я не солгала тебе. Наручи — это действительно единственный артефакт, который остался от моей расы. Но их было намного больше. Многие наши реликвии были утеряны из-за постоянных гонений. Наши записи, книги, наша история были почти целиком стерты из этого мира практически сразу же после того, как наступили вечные сумерки. То есть после появления в Архее зараженного Прокса, да? Не перебивай меня. Мой народ очень ценил стремление к познанию этого мира. Эльфы всегда пытались понять истинную суть вещей. Мы гордились своими открытиями,
передавали свои знания из поколения в поколение. И всегда, не прекращая, учились. Когда в Архее появился зараженный Скинт, мы были первыми, кто начал его исследовать. По-настоящему исследовать. Они просто приняли как дар свыше. О, вот это уже уважаемо, красавцы. Ну, тише! Я же говорю, не перебивай меня. Из-за тебя потеряла мысль. В общем, первые гонения на эльфов начались, когда мы отреклись от зараженного Скинта, видя, какое воздействие он оказывает на живых существ. А, так вы отреклись. Но они не смогли истребить нас всех, и наши исследования продолжились. Труд моего народа был оправдан. Нам почти удалось найти способ избавиться от этой заразы. Но нас самих практически не осталось. Моя семья была последней. Мы вечно находились в бегах, прячась от последователей церкви отца. Мать рассказывала, что еще во времена ее отрочества эльфы не могли найти себе постоянный дом, как было раньше. Епископ убил ее родителей, когда она была ребенком, а потом и ее саму, когда у нее появились свои дети. Но она успела передать нам свои знания. Моя сестра, которая отдала свою жизнь, спасая меня, была одной из тех, кто посвятил свою жизнь попыткам найти способ обезвредить зараженный Скинт. Она обучила меня некоторым вещам, которые... Стоп, подожди, вся твоя история... А сколько тебе лет? Что? Сколько мне... Что? А, ну да, я имею в виду, сколько ты живешь. Что? Я, по-твоему, считать это должна? Да ладно, тебе что, самой не интересно? Прошу тебя, дослушай. История моего народа передавалась из уст в уста среди уцелевших эльфов. Мне ее рассказывала моя мать, а моей матери ее мать. Ладно, это все не важно. Я хочу сказать тебе, Джон, что наручи — это не только дань памяти, но и... Да-да, с их помощью ты делаешь чарующую пыль. Я уже понял. Да. А чё ж ты раньше-то это не говорила? А все тебе расскажи. Особенно, когда ты сам практически не затыкаешься. Оу. Иди сюда. 1-0 в пользу Сайрисы. Так, я здесь. Давай, рассказывай, как они работают. Я не просто так ставлю охотничьи ловушки. И не просто так запираю в клетках больных животных. Я собираю скинтовую пыль. Так, подожди, то есть ты нейтрализуешь зараженный прокс с помощью зараженного прокса? Что? Нет, я просто следую инструкции, которую мне оставила сестра. Смешиваю скинтовую пыль с некоторыми минералами и травами. И провожу с помощью наручей специальный ритуал, чтобы получилась чарующая пыль. Так, ладно, я понял. Научишь меня? А какой тебе с этого прок? Я тебе все равно не отдам наручи. Ну, допустим. Но скажи-ка, твой эльфийский порошок, это ведь не панацея, верно? Иначе бы здесь не бегало ни одного зараженного. Я прав? Да. Чарующая пыль действует только 1,5 скифоса. На животных. На эльфах чуть меньше киафа. Мне сестра рассказывала. А что насчет людей? А зачем мне тратить чарующую пыль на людей? А, даже так? Ха, воодушевляюще. Я просто хочу продолжить дело своей сестры. Просто хочу продолжить дело своего народа. Продолжить исследование и найти способ избавиться от заражения. Ну, это я уже понял. Очень благородный энтузиазм. Я осталась одна, Джон Дэйви Харрис. Но это не значит, что я подведу свой род. И не смогу отомстить за них церкви. Да. Слушай, я давненько такого не произносил, но... Порошочком поделишься? Да, что... Ну, для начала мне его сделать нужно. Я потратила весь, пока пыталась вернуть свой артефакт. А поймать зараженное животное без чарующей пыли... тяжело. Поможешь? О, вот оно, наконец-то! Так я и знал, что ты не просто так по дружбе провела мне экскурсию по истории Архея. Помогу, ладно. Если обещаешь сделать мне столько порошка, сколько потребуется. И когда потребуется. По рукам? По рукам. Пожать руку. Скажи, я ведь точно могу на тебя рассчитывать? Одного животного будет достаточно. Желательно покрупнее. Покрупнее? Ох, то есть сама за зараженными оленями и медведями бегать не хочешь? А как меня отправить, так это запросто. Ну знаешь ли,
Я тут единственная, кто способен читать древние эльфийские тексты. И... Куда? Поверить не могу, что... Это возмутительно, Сайриса. Ты сомневаешься в моей способности расшифровывать ваши летописи, да? Поверь мне, красавица, я расшифровывал и не такое. Но я помогу только потому, что у самого нет времени возиться с этим химическим производством. Ну и ладно. Задание ловец овец. Вообще да, кстати, Джон, наверное, смог бы прочитать эти записи, потому что он мироходец. Все мироходцы, они благодаря своему органу подстраиваются под любой язык. Поэтому мироходцы могут понимать всех и вся. Так, вообще, подожди, задание получается вот. Ловец овец. Привести в загон Сайрисы одно зараженное животное. Ути, господи, эльфийка боится замарать ручки и не хочет ловить зараженных зверушек самостоятельно. Ладно. Если этого не сделать сейчас, то чарующий эльфийский порошочек, усыпляющий зараженных, придется добывать слишком долго. Да, хорошая логика. Только вопрос в итоге, кого мне надо привести? Hello! Кто-нибудь зараженный? Никакой наводки, просто вот непонятно, куда идти в итоге. Оу. А я, кажется, нашел. Здравствуйте. Так, подожди. Наверное, я сейчас не буду тратить ману. Я попробую пока что просто вот так вот побить. Вот только вопрос, а как мне меч-то взять? Алло, как мне меч взять? Я изучил это долбанное заклинание с мечом. И мой меч путешественника в итоге где-то в заднице, да? Как мне вас привести-то, ребята? Какой-то из вас должен просто упасть, и я как бы его возьму на руки или что? Не-не-не, слушайте, походу это все-таки не то. Мне надо кого-то, она сказала, привести побольше. И ладно, если тут были монстры, значит я иду по правильному пути. Ты погляди, кого нашел. Грозный волчара, здравствуйте. Так, так, все, тихо. Что это? Патиклы! Мне нужно было просто привести. Я понял. Так, ладно, тогда за мной. За мной. Задание ловец овец выполнено. Пошел. Не попал? О, спасибо. Приходи через 2-3 караса. Я успею собрать остальные ингредиенты и сделать чарующую пыль. О, найс. То есть реально все было так просто, не надо было никого бить. Кстати, дамы и господа, у меня хорошие новости. Появился меч путешественника. Заклинание все-таки доступно. Призывает легендарный меч странника из пустоты, на время материализуя его в руке заклинателя. Стоимость 3 заряда. Экипировать. А ну-ка, проверка. О, я его взял как третье заклинание, прикольно. И что в итоге? Блин, слушайте, мне прям очень интересно. Неужели я могу взять оружие? Так, давай. Да! Обалдеть! Ты погляди, какая красота! Он, смотри, он немного прозрачный. Да. Он, получается, материализовался, но это не настоящий меч путешественника. Сюда! И чё, ты настолько сильный? 105 урона! Причем, смотри, у него изначально 0 урона, но за каждый интеллект плюс 2. Если мы прокачаем еще интеллект, то будет еще больше урона. Но за GDH прокачивать что-либо это грех. 35 тысяч спарков на следующий уровень. Супер дорого. А ну-ка дайте мне монстров. О, они снова заспавнились. Ребятки. Привет. На! Сюда! Ха-ха-ха-ха! Имба! Погоди, а как у меня тут работает суперудар? Как работает? Ой, стоп, что? Меч исчез! Нет! Блин! Я хотел попробовать суперудар. Короче, немного посидим. Нам Сайриса сказала, что можно вернуться через что-то 2-3 караса. Это, кстати, много времени вроде бы. Поэтому пока что есть идея. Хочу нафармить много спарков и потратить их, чтобы прокачать остров. Да. Наверняка многие, как и я, задавались вопросом: зачем мне за Джона спарки? Я тут понял. Я же могу чисто теоретически что-то купить и положить в сундук. Ладно, Сайрису, наверное, ждать это бессмысленно, поэтому просто сейчас телепортируемся. Нафармил я немножко спарков, понял, как работает мой меч. Переместиться, измерение сновидений, переместиться. Эй, всем привет. Эвер? Чё, все? Спустился? Остыл? О, ты погляди-ка, птичка спустилась с жердочки. Оставь меня в покое! Ты мерзкий! Ух ты, вау. Вот так вот сразу? Ну ладно, как скажешь, не буду мешать.
Ну, блин, ну это было по злому, GDH. Ты, конечно, перенимаешь какие-то черты Лолошки, но тебе еще учиться и учиться. Гимлин там что-то делает. О, здрасте. Так, не поговорим, видимо, я понял. Как там дела у Беренгария, у кардинала? Беренгарий, что скажешь? О, ты таки вернулся. Привет, Джон. Кардиналу, если что, не особо-то все еще и хорошо. Да уж и вижу, я вижу. Обычно фаза острого психоза держится не более чем... Не придут сюда. Они мертвые придут сюда. И увидят они благо его, благо Отца, дарующего нам. И грядет очищение от лица его. Бежало небо и земля, и не нашлось им места. Вот такой вот он у нас. Только и делает, что молитву эту вот повторяет без конца и без конца. Уж у меня даже башка трещит. Ой, я так рядом с ним скоро сяду и так же буду верещать. Слушай, а давай ты просто постараешься сделать так, чтобы он побыстрее пришел во вменяемое состояние. Мне нужна информация, а не церковный хор. Знаешь, у меня даже ощущение, что когда я только-только его сюда привел, он был поадекватнее. Ладно, кто не ценит меня? Все ценят. Все хорошо, Беренгарий. Но, кстати, да, как будто он был поадекватнее. Хотя, возможно, вот этот психоз был вызван тем, что он начал осознавать. Типа, где он, что произошло. Знаете, Лолошка вспомнил про своего больного друга. Интересно, как этот эльфийский порошочек действует в сонном измерении? О, кстати. А вот это хороший вопрос. Типа, одно дело, когда он быстро иссякает примерно... в обычном мире, ну то есть не примерно, а в обычном, а в этом-то измерении все замедлено, следовательно, порошок может действовать, наверное, часы и дни. Hello? О, поговорить. Привет, Джон. Да, здорово. Ну что, как дела? Мракогрыж Траклара, я так понимаю, опять не нашел? Нет, пока не нашел, но обязательно найду. А вот это хороший настрой. Будет здорово, если найдешь. Возможно, тогда получится испытать на нем средства, которые никогда раньше не испытывали на багряниках, Лолошка. Что? Средства? Ты о чем? Пока что ни о чем конкретном, не волнуйся. Просто научный интерес. Но если не найдешь багряника, в качестве подопытного будет охотник. Джон, да прошу тебя, прекращай уже. Хватит говорить о моих друзьях как о каких-то объектах исследований. Воу-воу, ты сейчас реально? Эти исследования намного ценнее твоих друзей в масштабах даже этой реальности. Не говоря уже об остальных. Понятно. Эй, да погоди, ну куда ты, ну стой! Стой, Лолошка, остановись ты! Что? Ну неужели тебе не интересно, о каких экспериментах я говорю, а? Знаешь, Джон, я и так догадываюсь. Мне просто неприятно такое слушать. Эй, ну ты ведь помнишь, что я говорил тебе об артефакте, который искала моя знакомая эльфийка? Ну, с помощью этого артефакта можно сделать специальный порошок, который успокаивает заболевших. На животных это хорошо работает, я проверял, Лолошка. На животных? Но ни Альфред, ни Марк, ни животные, Джон. Ну, тут бы я, знаешь, фактически Мракогрыж Траклар, он... Джон. Ну, ладно, его, конечно, сначала нужно найти, я тебя понял. А это уже твоя работа, кстати. Вообще, кстати, это не самое важное, что я хотел рассказать тебе об этом артефакте. Он был единственный, Лолошка, оставшийся в церковных архивах. Угу. Но так в любом случае нужно понять, что случилось с остальными церковниками. И для чего им все-таки нужны эти артефакты? Ну так, да, это именно то, о чем я и сказал. Спасибо. Ай, как же я надеюсь, Беренгарий приведет кардинала в чувство. Все, что он сейчас может рассказать, это обрывки молитвы о наступлении очищения. А, так ты тоже это слышал, да? Да, это ужасно действует на нервы. Ну, надеюсь, его более вменяемые истории на нервы действовать не будут. Про епископа его, кстати, надо бы расспросить. А то слыхал я тут всякое. Да, само собой, Джон. Расспросим. Угу. Подожди, а про епископа мы слышали, что это он истреблял эльфов, да? То есть, помните, Сайриса сказала, что епископ кого-то убил. Следовательно, епископ у нас не такой-то и здравый, и добрый, и так далее мужик. Итак, получается, больше мы поговорить не можем, не можем. Эй, кстати, Лолошка. Что такое? Это тебе. Думаю, найдешь применение. Отдать осколок жизненной силы. Кстати, да. Спасибо, Джон. Пожалуйста. Сам себе говорю. Знаете, сам себе говорю спасибо, сам себе говорю пожалуйста. Это все так странно. Так, А могу ли я, подожди, что-то еще отдать? В целом-то могу. У меня тут есть необработанная крупица, еще крупица. Давай, наверное, так и поступим. Вот это сюда.
Вот это сюда. Короче, есть у нас все-таки спасение в виде единственной выжившей эльфийки, которая может создавать магические порошки. А эти порошки позволят, наверное, даже успокоить багрянника. Блин, на самом деле мне страшно представить, кем стал Марк. Вот просто представьте, что он и до этого был жопа, а сейчас он жопа-жопа! Как сказал GDH, без порошочка здесь действительно не обойтись. И для Альфреда тоже пригодится. Что ж, на этом я буду постепенно заканчивать. Блин, это настолько удивительно, 33-я серия, а я чувствую от этого сезона, будто я уже приближаюсь к какому-то финалу. Это так странно. Как будто я на 80-й серии какого-то другого сезона. Ну, это так, образно, конечно. Но в любом случае, надеюсь, вам тоже нравится. Я в восторге. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки и не забывайте про бусти и мерч. Ссылки прямо перед вами. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, все еще грустный Невер и с ума сошедший Кардинал. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.